Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. И нас снова занесло в очень красивое местечко. Площади здесь огромные. Утопает все зелени, мало этого сказать. Здесь еще и пруды есть, где плавают утки и прочая живность, рыбы тоже есть. Уж не знаю, как насчет еды, но доехать сюда довольно сложно. Мы укатили приличное расстояние не то что от курортной зоны, а даже от Фантиета. Ромка обнаружил это местечко. Давайте его посмотрим, стоит ли сюда заехать. По антуражу точно стоит, а вот по еде проверим. Первое блюдо нам уже подъехало, но перед тем, как к нему приступить, хотелось бы сказать немножко слов о том, что в меню за цены. Дело в том, что вроде как открываешь, первая страничка, как я всегда и говорил, если видите цены там в 30, 40, 50, то, соответственно, ага, это будет достаточно дешевое заведение. Здесь же цены начинаются от полтинничка, и, в общем-то, их довольно мало. Затем ты видишь цены уже по 120 и так далее. Например, комчин, что означает жареный рис, и, например, с морепродуктами, комчин хайсан, 120 тысяч. Ну, грубо говоря, это ровно так же, как мы в одном из предыдущих мест пробовали. И вы знаете, это уже ценник слегка выше, чем обычно здесь. То есть, иначе я бы сказал, здесь все-таки вам придется немножко раскошелиться. Я бы охарактеризовал это меню, что за обычное блюдо вы заплатите где-нибудь 150, а то и 170 тысяч донгов. Потому что, ну да, вот сколько я уже 3 странички вот мотаю, и вот они, 139, здесь 159, здесь уже по 250 пошли блюда. Ну и есть прям очень высокие цены. Но это если вы заказываете, например, а я даже не знаю, что это такое, огромная какая-то тарелка, за 900 тысяч тоже есть. Ну, знаете, мы, наверное, обойдемся чем-то подешевле, чтобы попробовать побольше. Ну, то, что заказав одну тарелку за 900к, а здесь одно какое-то животное, просто разделанное, я не думаю, что вам это будет интересно. Первое, что у нас подъехало, это жареный кальмар в рыбном соусе. Давайте его попробуем, потому что... Я даже, кстати, не знаю, сколько он стоит, потому что там написана цена за граммы. Соусы тоже поднесли. Интересно, что у них в меню написано, что это просто кальмар с рыбным соусом, жареный с рыбным соусом, а про остроту никто не говорил, а ее здесь, очевидно, присутствует. Кальмар, бэйби кальмар с икрой, при этом не чищенный. Видите, вот хитин торчит, его нужно будет вытаскивать. Ну, вот такое вот блюдо. В принципе, выглядит неплохо. Самое главное, что я люблю, щупалки везде присутствуют. Ну, какое-то количество кальмара здесь напихали. В общем-то, выглядит нормально. Лучок имеется, все подзажарено. Надеюсь, не особо передержано. Ну, затестим с остротой. Ну и после того, как вычистили весь хитин, сразу же и пробуем. Он, конечно, в усмерть ужаренный. Это тот случай, когда я не берусь сказать, были ли они неделю в заморозке, либо они во льду полежали, либо сегодня пойманы. Потому что вкуса кальмара я вообще не почувствовал. Ну ладно, хорошо, соус. Но когда самого кальмара ешь, ну, это резина, которая зажарена с неплохим соусом. Другими словами, я бы охарактеризовал это как неплохая закуска под напиток. Соответственно, когда ты сидишь, и тебе такая сушеночка, солененькая, с остротой, вот это хорошо. Не знаю, сколько стоит, здесь появится, мы-то узнаем это чуть позже, когда нам принесут уже, соответственно, чек, и мы будем расплачиваться. Ну, я скажу так. Соточку я бы за это заплатил, особенно под напиток. Роман, тоже налетай, пробуй, потому что, ну, как знаешь, вот в спортбаре такое подали, вообще вот так бы было. Ну, если щупалки понятно, то вот часть с икрой. Ее я в рыбный соус, опять же с остротой. Без остроты здесь соусов нет. Соль с остротой, рыбный с остротой и соевый с остротой.
рыбный свою мощь имеет. Ну, ребят, икра, такое впечатление, что, знаете, ее там неделю вялили. Короче говоря, ну это серьезно, это исключительно закуска. Я пытаюсь ее вытащить, хотя по большому счету это солома. Роман. Мне очень нравится это блюдо, и здесь понравилось. Это слегка подзавяленные на солнце кальмары, которые потом вот зажарили. И они вот, соответственно, такой характерный вкус имеют. Окей, вот, видите, у нас любитель соломы. И еще прикольно, что они вот с икрой, они просто пустые. Классные, правда. Ну вот так вот. Сегодня мне что-то, получается, не особенно зашло, а Роману понравилось. То есть тебе это прям вот хорошо. Да. Ну и хорошо. Едем далее. Что-то нам уже вон там принесли. Ну и вот как обычно, знаете, небольшие непонятки случаются. Мы заказали утку целиковую. Стоит она там своих приличных денег. Приносит, значит, вот это. Я такой, подождите, я вижу, что это кровище. А что, я такого не заказывал. Я у официантки спрашиваю, мол, что это за блюдо, покажите в меню. Она в меню ничего не показывает, она начинает переводить. Переводит мне утиная кровь, значит, со специями. Я такой, да хорошо, я это и так вижу, покажи ты мне это в меню. Она показывает. А, я этого не заказывал. Я не знаю, возьмут ли с нас за это деньги, потому что если они взяли утку, разделали ее, кровищу слили и подали нам вот это, и это как бонус идет к основному блюду из утки, тогда огонь, тогда молодцы. А если вы, ребят, сами накидываете в меню дополнительных каких-то вещей, которых я не заказывал, тогда нехорошо. Ну что ж, кровище нам, Ромка, с тобой не привыкать. Вон тут ложечки у нас есть. Давай. Траву уберем и давайте сверху сразу вот так вот нещадно подзальем это все лаймиком. Благо его здесь нам дали с лихвой. Чеснок тоже есть, но это сурово прям. Ладно, для начала вот так. Прям с кровищей, со всеми делами. С лаймом неплохо. Вы знаете, мне это нравится. Я бы даже сказал, что выше среднего нравится. Очень хорошо подобраны травы. Шикарно подходит то, что мы залили лаймом. Мясо, которое здесь вот накрошено, похрустеть, им пожевать, оно достаточно жесткое. Я не знаю, может быть, это желудок порезанный или что-то типа того. Очень близко. Основной вкус за счет, конечно же, арахиса, мяса. Кровишка где-то в стороне такая присутствует и травы. Само собой, травы. Жалко, чеснок, вот такой вот огромный кусок, но я в прикусочку, как говорится, с вашего позволения. Еще и перчик свежий есть. Прям с веточки. Вы знаете, это мощь. Во-первых, ну, на мой взгляд, это очень классно подобранные травы. Они сюда действительно подходят. Никакой противности насчет того, что здесь кровь плавает, вообще ничего. Классно похрустеть вот этими вот кусочками мяса. Здоровские травы. Отлично чеснок подходит. Для того, чтобы ты захотел проостриться, у тебя тоже для этого все есть. Здесь вообще немерено. Дополнительная трава, дополнительная мята. Короче говоря, это отличное блюдо. Даже если нам придется за него заплатить, и они нам его навязали, я не буду разочарован. Роман, обязательно тоже пробуй. Хейти, не хейти, уж не знаю, как ты, но мне, честно говоря, мне прям зашло. Вон, держи тебе чесночину, еще тоже перчика, там, если хочешь. Держи, вот этого перца тоже. Как я понял, вот эту жидкую часть, кровь именно, съедать и не обязательно. Ну вот, Ромка, молодец, нормально распробовал. Так ты и с этим еще, с перцем, с чесноком. Вот, чесночку, да. Мы вроде как много раз пробовали, и мне очень нравится действительно кровище, вот со всеми этими делами. Но здесь как-то с травами у них, что ли, получше. Ну, не очищенный, ладно. Вы знаете, вот приехавшему туристу, который, ну, очевидно, никогда в жизни такого не пробовал, я порекомендую. Там уж сам человек решит, зашло, не зашло. Но то, что это
интересно, и то, что это может конкретно человеку понравиться, это однозначно. По крайней мере, нашему человеку, который привык к таким ядреным вкусам. Роман. Ну, вот много раз заказывали до этого на обзорах, и мне никогда не нравилось, и было даже противно, потому что всегда присутствовал отчетливый вкус железа, вот это именно кровяной. Да. А здесь такого нет абсолютно, и мне здесь не то, что нормально, мне даже очень понравилось. Здесь ярко выраженный вкус всяких трав, орешки вот эти, лайм, блин, вообще классно, и мясо какое-то там еще. Супер. Другими словами, да. Ну вот, они молодцы. Базилик имеется, он и там есть. Дополнительно, так сказать, если захотел пробазиличиться, почему нет? Ну, короче говоря, это однозначно лайк, это однозначно подписка и ресторану, да, репост. Едем далее. Ну, это круто, круто, ребят, круто. Молодцы. Ну а следующее блюдо у нас довольно интересное. Во-первых, это хот-pot, хотя слово лау я там не видел. Но, видимо, они так готовят. Потому что нам приехал хот-pot и, соответственно, с уткой. И затем вторую часть утки, которая не пошла в хот-pot, они погрилили. Молодцы, это хорошо. Интересную траву нам подали. Первый раз мы такую траву здесь с Ромкой увидели. Мы, конечно же, не будь дураки, первым делом по такому листочку попробовали. Это... А я даже не знаю. Это... Вот у тебя сапоги промокли. Ты пришел домой. Поставил их сушиться, они прокисшие, вот примерно это трава. И горькая еще очень. А? И еще очень горькая. А я не знаю, я сапоги не пробовал, может они и горькие. Нет, трава по очень крайней мере, по аромату, я понимаешь. Короче, это стелька промокшая и слегка подсохшая в сапогах. А вон и утки плавают. Интересно, это из них? Прям здесь делают. Или как у них там заранее готово. Ладно, начнем с хот-пота. Выглядит симпатично, много всякого интересного там внутри. Ну, а потом быстренько вот это попробуем. Это не последнее блюдо, у нас еще и впереди есть. Самое главное, что я здесь понимаю, это вот эти вот какие-то котлетки. Так, лапу не надо. И мясо. Ромка говорит, это надо с лапшой, но в целом я согласен. Да, вот еще вот такую котлетку. Ну и, в общем-то, набор из этого и заканчивается. Дальше, да, дальше ошметки мяса. Ну и бульончика еще вот побольше так взять, чтобы его распробовать. Ага, вот так. Мне с лапшой. А, давай. Где твои палочки? Котлетку. Где мясо-то нормальное, приличное? Вот вроде ничего. Слушай, ну здесь вот, да, похоже, основное мясное они погрилили, а сюда в бульон, значит, накидали, ну вот, кстати, здесь еще неплохой вот кусочек мяса где-то был, да, вот так. А сюда такого, ошметочков. А, кстати, а где ливер? Держи. Потому что я не вижу желудков, сердечков, вот этого всего. Ну вот, маленько и подостыло. Для начала бульон. Ядрен собой. Насыщенный, мощный. Но это уже ближе к их хот-поту. То есть бульон ты прям весь не съешь. Бульон здесь как закуска, знаете ли, очень крайне мощный. А, то, что я думал котлетки, это батат, очевидно, да? Не, это корень тора. Корень тора, да? Ага. Таро.
Хорош. Короче говоря, по типу картошки. Да, он интересный, неплохой. Ох, пельмешка еще вот эта горячая, наверное. Наверное, что-то другое. Ну, если первая отдавала картошка, то вторая картошка отдает болотом. Назовем это так, это правда. Ладно, бульончик. Как закуска, отлично. Ну и теперь мясо самой утки. Ну, потому что вот эти вот котлетки, то, что я было вначале понадеялся, честно говоря, как овощи неплохо, но со своим специфическим вкусом, вы понимаете. Нет, это я отложу, это пока очень горячо. Сейчас 2 минутки пройдет и попробуем. Утка. Ну, прежде всего, это фитнес-утка. Вообще неплохо, мне достаточно мясной кусок попался еще. Но вот это выгрызание из непонятных частей меня немножко удручает. Ну вот это вот уже... Там можно, там мяса еще много, но оно закопано среди всего. Вы знаете, я назову это блюдо, весь этот хот-pot, праздник живота для домашних питомцев. Потому что очень много мяса останется среди этих косточек. Я не хочу выгрызать отсюда и сидеть вот этим вот заниматься. Может быть, местным это заходит, но мне не особо. Бульончика похлебать, особенно с лапшой, уверен, отлично. Вопросов нет. Бульон насыщенный, мощный, вкусный, самое главное. Что касаемо бататов, ну, для этого есть любители. Знаете ли, у нас есть картошка, морковка, у них есть вот это. Они это пускают в дело, и отлично, пускай здорово так и будет. Но вот то, что я в 38-тысячный раз скажу о том, что, ребята, научитесь разделывать птицу. Да ровно так же, как и рыбу. Я вас умоляю, делайте филе, делайте отдельно крылышко, отдельно ножку, отдельно, значит, там, грудку вот эту вот вырезайте, и тогда это можно будет есть, а не грызть. Роман. Я шокирован, потому что мне прям очень понравился вкус. Обычно мне хот-поты вообще здесь местные не заходят. Особенно с лапшой, потому что лапша на себя часть вот этой остроты забрала, и лапша пресная. И по вкусу как какой-то картофельный суп, в котором картошка сильно разварилась и дала вот эту густоту уже в бульон. Ну да, крахмалистость. Да, и классно, что это не батат, который сладкий, а именно корень тора или тару. Ну да, что-то типа того. Который очень похож на картошку и вообще не сладкий. Ну, короче говоря, а что по поводу самой утки? Ну, здесь, да, я соглашусь, то, что они просто топором нарубили, как рука легла. Я бы сказал, даже не топором нарубили, а просто взорвали. Ну, да. А потом со стенок собрали вот эти ошметки и бросили сюда. Нет, вкус бульона отличный. По поводу, значит, самого корня, ну, здесь любители. По мне так болотом отдает, Ромке он заходит. А разделка, вот мы здесь с Ромой сходимся, она никакая, ее нет. Давайте пробовать грильную, потому что здесь, кстати говоря, они в целом сделали правильно. Вот это я понимаю. Вот эту часть утки я понимаю. Только утенок какой-то малюсенький. Давай, хватай вторую ногу, держи. Ну, тут гриль. Ну, погрилено неплохо. Вкусно, но они не удивили, скажем так. Ну, просто обычная грильная курочка. Уточка. Подожди, а у нас к этому блюду дополнительных соусов нет, только то, что у нас уже было, да? Да. Гриль хороший. Чувствуется, что прям с дымком, со всеми делами. Но хотелось бы, может быть, побогаче именно сам вкус утки. Здесь, знаете как, твердый середняк. Вкусно? Да. Придраться, да, особо не к чему, потому что, ну и разделка мало-мальски какая-то. Здесь хотя бы вот действительно понятно, где что отгрызать.
Роман. Отлично погрелено, и самое главное, то, что нет каких-то специй местных, которые вот экзотику дают и которые особенно мне не нравятся. И самое главное, что без сахара. Вот это круто. Ну это да. То есть нам нужно отдельно оговариваться, что это не сладкое блюдо. Да, это правда. Также здесь интересно, что подается вот этот вот водный баклажан и звездочки, как он там, Starfruit, да? Карамбола, да? По-нашему. Starfruit. По-нашему карамбола. Кстати, достаточно спелая. Интересно. Обычно она прям кислятина, а это прям спелая. Ну а вот эту штуку можно и сюда кинуть подварить, потому что это прям сырая. Она и так заходит, но я бы ее чуть-чуть подварил. Ром, попробуй карамболу эту. Карамболу. Кто как произносит. А прям спелая, да? Да, и кутки вот этот кисло-сладкий вкус очень похож. Да. А здесь она вкусная. Что ж сказать. Взять можно. В сочетании, что это два блюда, соответственно, взять можно. И учитывая цену, что это все вместе обходится в 350 тысяч донгов, неплохо, на мой взгляд. Но больше сказать-то, в общем-то, и нечего. Не впечатлен? Да. Достаточно посредственно? Да. При этом наесться можно? Опять же, да. Ну и Ром тоже быстренький такой, по всему вместе. Ну, за 350 хотелось бы утку намного больше, потому что это прям какая-то супер маленькая. Да. Тут я единственное, что с Ромой соглашусь, что хотелось бы какую-то утку, знаете, пожирнее. Это какая-то у нас там чирок местного разлива. Какая-то малюсенькая совсем. Ну, можно. Самое вкусное в этом блюде, конечно, бульон. Ну а мнение каждый составит сам. А у нас следующий уже приехал. Ну, если с целой уткой у нас все понятно, как ее здесь приготовили, то мы заказали еще и целую курицу. И приготовили ее вот следующим образом. Когда она лежала там и ждала нас, я такой смотрю, о, отлично, сейчас нам, наверное, подадут ножницы, и как-нибудь мы ее разделаем и будем пробовать. Но нет, подошла девушка и начала ее разделывать. Я такой, Ром, не вмешивайся, давай посмотрим, как они это сделают. Что ж сказать, в целом, да, куски мяса присутствуют, но это грудки. Ножки она вот отдельно как-то вот подразделала. Ром, держи ногу, давай сразу. Где вторая? Вот мне бы интересно было найти еще вторую такую же. Ну, пока не вижу. А, вот она. О, вот вторая нога. Самое-то главное, здесь больше ничего, ну, кроме тех соусов, которые у нас были раньше, больше ничего здесь специфического не добавлено. Давайте пробовать. Мягче, чем обычная фитнес-кура, но в целом недалеко от нее ушла. И все-таки мне непонятно, почему они не любят замариновать сначала в чем-то, чтобы она полежала, пускай немного. Тем более, что девушка подошла, когда мы заказали, она говорит, это займет некоторое время. Я такой, ну и хорошо, да, без вопросов, типа полчасика займет. Ну так, ребят, за полчасика ты обмажь ее, значит, раскрой все щелочки, курочки, это для олдов такая отсылка, чтобы они все тоже пропитались, и все. Потом-то грилить еще 15 минут, как бы 45, ты говоришь подождать людям, ну и хорошо, они подождут, они другие вещи какие-то покушают в это время, и здорово. Здесь же, по большому счету, сухая, грильная, без особых вкусов, фитнес-кура. Роман.
Мне наоборот понравилось, потому что я люблю местные фитнес-куры за счет того, что у них вкус более насыщенный, именно вот этот куриный. Офитнесился. А? Офитнесился. Ну да. Да, вот у них вкус более насыщенный, именно куриный. И здесь, ну, из специй что-то есть, вот остроты немножко, еще что-то они насыпали. Но основной вкус это, да, именно куриный. И самое главное, опять же, что без вьетнамских извращений в виде сахара и каких-нибудь вонючих специй. Ты знаешь, Ром, мне кажется, мы с тобой пойдем по кривой дорожке, если будем их хвалить за отсутствие сахара. Ну вот серьезно. В целом, понимаете, хвалить за то, что они не испортили, а они чуть-чуть, на мой взгляд, все-таки испортили, это уже, как говорится, полумеры. Я хотел бы видеть, конечно же, хорошую, замаринованную, правильно загриленную курочку, потому что грудка, ну, эта сухомятка, она видна сама по себе. Это будет не проживать. То, что Рома говорит, более насыщенный вкус курицы у этих фитнес-кур, это правда. Это правда. Из них бульон хороший получается. Понимаете? А вот когда ты вот эту грудку ешь, вот, допустим, с кисло-соленым острым вот этим соусом, ты ешь кисло-соленый острый соус и траву, как сено, жуешь. Можешь эту грудку проживать, уйдет некоторое время. Ну и давайте после курицы попробуем вот эту штуку. Это, очевидно, рисовая такая колбаса. Колбаской даже не назовешь, это что-то здоровое. Интересная штука. По крайней мере, выглядит интересно. Понятное дело, что это жвачка какая-то, но, знаете, я вот ничего против не имею тех жвачек, которые они готовят здесь на Новый год, который внутри имеет как тушенку такую, и она готовится сутки. Ссылка у меня есть, я готовил рецепты, и, соответственно, там действительно очень интересный рецепт, это классно. Скучновато. Рис, похоже, с лотосом. Приготовлен. Ром, держи. Рисовая конфета, достаточно сильно которую пожевать, не сладкая, со вкусом лотоса. И, ну, это не огромным количеством по ложке есть, это так по чуть-чуть. Вот так вот отламывать, сидеть, кушать. Вы знаете, который раз я убеждаюсь, что практически любое блюдо, которое ты во Вьетнаме заказываешь, это long eat, это долгая еда. Потому что сюда они приходят отдыхать, они не приходят сюда быстренько перекусить. Ну, если только в случае с супом фобо, например, это действительно, там люди на работу едут или с работы едут, им раз, так закусил, все, полетел. Это что касаемо супов. А вот что касается вот таких вот блюд, это, ребят, надолго. Поэтому, наверное, так и разделывают, что это вечернее блюдо. Ты уже после работы приехал, сидишь, отдыхаешь. Поэтому, вот чтобы если я ел, например, вот эту колбасину целиком, без перерыва, у меня бы ушло, наверное, минут 15-20. Ну и с курицей примерно то же самое. Ну и давай, Роман, подытожим это блюдо. Сколько стоит, мы, кстати, пока не знаем. Ну, в целом я прям доволен и вкусом, и тем, как сочетается вот этот рис с курицей. Я вот вместе попробовал рис с курицей, прикольно. Скажи, а ты бы что предпочел? Вот такую курицу сделать из нее бульон нажористый, наваристый, супешник куриный, туда картошечки, значит, или таро вот твоего, значит, покрошил. И вот на закусь, например, та же самая рисовая штука. Или вот так погрилить? Ну вот сейчас мне хотелось бы именно погрилить, на какой-то другой день бульон. И то круто. Ну, то есть и то хорошо. Главное, чтобы это не было подряд и много, и долго скучно. А ты грудку пробовал, кстати? Да. Ну и как тебе грудка именно? Да нормально. Я люблю, когда курица вот такая именно на гриле и немного подзасушенная. Мне это всегда Подзасушенную. Ага. Кто любит подзасушенную курицу-грудку, welcome в комментарии. Ну а мы подведем итоги. Не, вполне. Только пожевать и разнообразить соусами. Да. Ну, так вот они готовят. Вы знаете, в защиту этого места я скажу следующее. В
целом здесь во всех местах, во всех ресторанах примерно одна и та же еда. Поэтому довольно сложно удивиться чему-то, хоть мы и достаточно далеко уехали, когда, ну, ты пробуешь примерно одно и то же. Это всегда будет достаточно сухая фитнес-кура. Иногда хот-поты удивляют. Вот это правда. Иногда вот здесь, например, замечательный бульон, но сама утка, скажем так, могла бы быть и получше. И вот катаясь по этим разным местам, ты обнаруживаешь единицы тех алмазов, вкуснейших которых бы хотелось попробовать. Ну, например, здесь можно отметить смело эту кровищу утиную. Это действительно тот самый интереснейший вариант того, что нам захотелось здесь попробовать. Стоит ли ради только этого сюда ехать? Ну, очевидно, нет. Но приехать сюда туристам, поделать фоточки, покушать обычной нормальной вьетнамской еды вполне себе можно. Ну, то есть, знаете, ты приехал для чего? Поесть местного колорита, поделать фоточек красивых. Здесь это можно сделать? Да вот так вот. Прекрасно и замечательно. Жаль, что у них почему-то пока не играет музыки. Но, может быть, попозже включат. Я бы такой релакс с каким-нибудь водопадом бы включил. Тогда было бы вообще еще здорово. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. А сейчас мы узнаем, сколько нам все это обошлось. Потому что я до сих пор не знаю цены половины блюд. Сюрприз, сюрприз. Очень красивого антуража, поделать фоточки, послушать орущих вьетнамцев. Сейчас они стихнут, я продолжу. Ром, а теперь самый провокационный вопрос. Вот это либо супешник вкусный, который, да, ты любишь чередовать, или хорошо пожаренная вкусная курочка, сваренные спагетти, макароны, либо рожки, кто какие любит, политые жиром из сковородки, где жарилась курочка, и такая сочная ножка, бедрышко даже. Вот что тогда? Можно все выбрать, можно? Все взять? И без хлеба.